Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 2 мая, мы проводим промежуточный выпуск. Хочу вам напомнить, что вы можете поставить лайк авансом, можете написать комментарий из 5 слов в поддержку канала, минимум из 5 слов. Ну и, конечно, можете подписаться на наш Patreon, чем вы нам поможете. И, соответственно, в Патреоне можете задать вопрос, на который я обязательно отвечу. Свои вопросы вы можете оставлять под нашим роликом, в комментариях под нашим роликом, который выйдет завтра. Напоминаю, завтра, а не сегодня. И на вопросы, которые вы оставите у нас в комментариях под нашим завтрашним роликом, я отвечу уже в пятницу, 5 мая. Как быстро летит время, правда? Уже май. Уже май. Время летит с какой-то неимоверной скоростью. Так, ну давайте перейдем к событиям, которые происходят сегодня. Сегодня возник спор о потерях. Ну, во-первых, несколько американских источников сообщили о потерях за 2022 год в районе 100 тысяч человек убитыми и ранеными среди российских военнослужащих. Это не очень точная цифра. Самые точные цифры даем мы. У нас в телеграм-канале генерал СВР «Резерв» и дублируем в телеграм-канале генерал СВР. Мы даем те цифры, которые в докладах, которые поступают в докладах президенту России Владимиру Путину. Это наиболее точные цифры. Эти цифры не раз подтверждались из других источников. Довольно правильные цифры дают украинский Генштаб. Я, честно говоря, не знаю, на чем основан их подсчет, но цифры довольно правильные. Также стоит понимать, что на сегодняшний день, конечно, те цифры, которые озвучивал, потерь, которые озвучивал Генштаб и Министерство обороны Российской Федерации, ну, мягко говоря, неправдивы. Песков, когда отреагировал на жертвы, вернее всего, на количество, которое огласили, на количество погибших, раненых, которые огласили с американской стороны, сказал, что они берут цифры с потолка. Я уверен, что они берут цифры не с потолка, у них свои методики подсчетов. Цифры с потолка берут в Министерстве обороны Российской Федерации. Там берут цифры с потолка, потому что даже в докладах Путину именно из этого ведомства приходят какие-то абсолютно липовые цифры. Ну, этим цифрам не доверяет ни президент, ни тем более мы с вами. И, соответственно, будем ориентироваться на правильные показатели. Правильные, потому что, еще раз повторяю, уже несколько раз подтверждались довольно точно, и мы склонны доверять именно этим цифрам. Этим цифрам склонен доверять президент России Владимир Путин. Так, теперь давайте перейдем немножко к другим темам. Опять в информационном пространстве все чаще и чаще всплывает предстоящее контрнаступление ВСУ. Надо сказать, что контрнаступление живет уже своей жизнью, по-моему, уже абсолютно независимое ни от решения украинских вооруженных сил, командования украинских вооруженных сил начинать само контрнаступление, ни от российских вооруженных сил с непонятной готовностью противостоять этому контрнаступлению. Это уже превратилось в такой, ну, если не в информационный повод, то как минимум фактор, который влияет на реальное положение дел. Надо сказать, что сам Путин воспринимает ближайшее, да, воспринимает, во-первых, абсолютно точную информацию, что в ближайшие дни все-таки контрнаступление вооруженных сил Украины начнется, и, во-вторых, ожидает ну, скажем так, с некой долей опасения. Мы будем так очень аккуратно подходить к этой теме, и надо сказать, что в плане информационной спецоперации здесь, конечно, украинская сторона сыграла на опережение и сыграла на отлично. Я еще обращу внимание, что контрнаступление еще не началось, а бояться его с российской стороны уже довольно серьезно. Если еще в придачу ко всему
будет реализовано это контрнаступление, ну, довольно эффективно, посмотрим. Обратите внимание, что специалисты из США и из других западных стран очень осторожно относятся к предстоящему контрнаступлению и говорят, что, скорее всего, война в этом году не закончится, и, скорее всего, в следующем году только война подойдет к своему логическому финалу. И только в следующем году украинским вооруженным силам удастся реализовать то, что было задумано в этом году. Имеется в виду освобождение всех территорий от оккупации. Всех, включая Крым. Так, теперь давайте дальше. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев рассказал о попытках Запада деморализовать, россиян и внушить им чувство неполноценности. Однако пропаганда Запада не срабатывает, наталкиваясь на твердость духа народа России. Интересное заявление Патрушева. Ну, надо сказать, что ему опять-таки надо оставаться в информационной повестке. То, что будет происходить в ближайшее время, несомненно, будет давать почву для тех или иных действий с его стороны. Я имею в виду, во-первых, плохое самочувствие президента России Владимира Путина, во-вторых, отказ от транзита Владимира Путина, в-третьих, то самое пресловутое контрнаступление Украины, которое мы только что обсудили, и самое главное, это, ну, если не... Давайте опять-таки будем говорить очень осторожно. Патрушев все-таки надеется запустить транзит тем или иным способом. Он будет осуществлять свои планы только в период нестабильности нынешнего режима. Мы сейчас не говорим в целом о России, мы говорим именно о путинском режиме. В периоды нестабильности запустить транзит для него будет жизненно важно. Посмотрим, как сработает, будут ли его действия результативными и эффективными, мы увидим уже в ближайшее время. Медведев появился, это уже следующая новость. Медведев опять появился в информационном пространстве, разблокировали его английский твиттер, и он разразился очередным потоком блевотины, извините за выражение, иначе его реплики очень трудно оценивать. Ну вот опять Медведев изрыгает из себя какие-то гневные посылы. Напомню, что Медведев пророчил газ по 5000 евро за 1000 кубометров. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, на бирже газ менее $500 за 1000 кубометров. То есть прогнозы этого... Давайте помягче опять-таки скажем, чтобы совсем уже грубо не выражаться, этого идиота. Прогнозы этого идиота абсолютно абсурдны. И мы видим, насколько он далеко смотрит вперед. Сегодня Эрдоган сообщил о том, что Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов, из-за рубежа, потому что обнаружили в Турции месторождение, которое будет давать 100 тысяч баррелей нефти в сутки. Ну, Эрдогану надо хоть как-то выигрывать выборы. Поэтому я не удивлюсь, если к самим выборам он обнаружит месторождение, которое будет давать и 1,5 миллиона баррелей в сутки, и еще поставлять на все мировые рынки и так далее, и так далее. Тем не менее, цены на нефть на бирже опускаются ниже $80 на марку Brent, а Индия продолжает скупать за бесценок российскую нефть. Долго ли это будет продолжаться в свете того, что практически всем судам, которые перевозят, российскую нефть, сняли международную страховку? Будем смотреть, потому что в основном эти суда перевозили как раз нефть в Индию. Событий очень много, события развиваются довольно бурно. Будем смотреть, что будет завтра, что будет на этой неделе, что будет происходить на этой неделе. Я вас уверяю, что в ближайшее время события будут очень интересны.
Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Я уже говорил много раз и повторю еще раз. Мы подошли к тому моменту, когда э, реализация наших планов, что называется, на старте. Мы шли к этому очень долго. Мы пришли к тому, к чему и шли, и надеюсь, что все реализуем. Нам нужна ваша помощь. Если есть возможность помочь нам материально, есть в описании к этому ролику криптовалютные кошельки, и есть возможность подписаться на Patreon и спонсировать наш канал. Если вы смотрите на YouTube-канале Генерал СВР наш ролик, ну, соответственно, этот YouTube-канал есть возможность спонсировать. Помогайте нам, мы помогаем вам, мы работаем для вас. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго, до свидания.